Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Это вторая часть мастер-класса по вязанию магнитика быка. В первой части мы с вами связали тело и голову одной деталью. А сегодня займемся ушками, рогами и ножками, а также сделаем сборку игрушки. Начнем с самого простого. Свяжем ушки. Одно я уже подготовила заранее. Вот так оно выглядит. Маленькое ушко в виде капельки. Второе свяжем вместе. Берем пряжу светло-коричневого цвета и вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец. Набираем одну воздушную петлю. И провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд 6 прибавок. То есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. При этом хвостик от кольца амигуруми будем ввязывать, чтобы потом его не прятать. Дальше вяжем последний, третий ряд. По схеме 1 столбик без накида, прибавка. Повторить 6 раз. Дальше сделаем 1 соединительный столбик. Все, закончили вязание, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания уха к голове. Вытягиваем нить, обрежем ниточку. Ну и теперь оформим ушко. Для этого хвостик вставим в иглу. Сложим деталь пополам и сошьем вместе 2 крайние петли. Вот так должно получиться. Наше ушко готово. Теперь у нас есть 2 уха для быка. Дальше займемся ножками. 3 я уже связала. Вот так они выглядят. Тоненькие ножки с закруглением на конце. 4-ю свяжем вместе. Опять берем пряжу светло-коричневого цвета. И оставив небольшой хвостик длиной 10-15 сантиметров, свяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Опять накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И провязываем 1 соединительный столбик. Далее, захватив оба хвостика вместе, 2 этих ниточки, набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и теперь обрезаем ниточки на одном уровне и вытягиваем их.
Вот мы так быстро и просто связали ножку. Теперь у нас есть все ножки. Ну и осталось нам только связать рога. Для этого тоже берем пряжу светло-коричневого цвета и вяжем первый ряд 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. Можно проложить нить контрастного цвета, чтобы не запутаться в подсчете рядов. Далее вяжем второй ряд 4 столбика без накида подряд. Делаем это так, чтобы сразу вывернуть деталь. Третий ряд 1 прибавка, а затем 3 столбика без накида. Четвертый ряд 1 прибавка, 4 столбика без накида. Пятый ряд прибавка 5 столбиков без накида. Шестой ряд прибавка 6 столбиков без накида. Теперь давайте спрячем хвостик от кольца амигуруми, чтобы он нам не мешал. Просто заправим его внутрь этой детали. Ну и дальше вяжем 20 рядов по 8 столбиков без накида в каждом. Вот мы провязали 26 рядов. Дальше будем уменьшать количество столбиков без накида по одному в каждом ряду. Вяжем 27 ряд. Делаем одну убавку, а затем 6 столбиков без накида. Двадцать восьмой ряд. 1 убавка, 5 столбиков без накида. Двадцать девятый ряд. Убавка 4 столбика без накида. Прежде чем вязать последний 30 ряд, приостановимся и вставим каркас в рога. Вот я уже отрезала провод длиной 11-12 сантиметров. Вы примеряйте по своей детальке. Она могла у вас получиться больше и меньше. Итак, вставляем провод в деталь. Если хотите, можно совсем немного набить наполнителем, но я этого делать не буду. Итак, вяжем последний 30 ряд и делаем одну убавку, а затем 3 столбика без накида. Все, обрезаем ниточку, оставив небольшой хвостик.
Вот что у нас получилось. Далее нам необходимо стянуть отверстие, которое осталось в конце у нас. Для этого ввожу крючок за передние стенки петель последнего ряда и вытягиваю ниточку. Делаю это вот так. Ввела крючок, захватила ниточку, вытащила. Теперь затягиваю. Вот как у нас получилось. Ну и прячем хвостик внутрь детали. Делаем это с помощью иглы. Ну и не забываем вынуть нить контрастного цвета. Рога готовы. Теперь их можно согнуть полукругом . Вот таким образом. Ну вот, у нас подготовлены и связаны все детали для будущего магнитика. Это тело с головой, рога, ушки, и ножки. Хвостиком мы займемся в процессе сборки. Ну что, теперь самая интересная сборка. Первым делом необходимо согнуть деталь в районе шеи, вложив рога. Делаем это вот так. Дальше нужно пришить низ носа к телу ниточкой, которую мы оставили в самом начале. Делаем это с внутренней стороны. Думаю, будет достаточно. Теперь делаем узелочек и прячем хвостик внутри детали. Вот как получилось. Дальше пришьем уши к голове ниже рогов. Вот сюда. Делаем это, естественно, с помощью иглы. Тоже прошиваю пару стежочков. Теперь делаю узелок и прячу ниточку. Точно так же пришиваю второе ушко. Вот как у нас получилось. Два ушка пришиты. Дальше займемся ножками. Присоединяем ножки английскими булавками к телу игрушки на пару рядочков выше последнего ряда тела. Вот так. Я пока буду оформлять лицевую сторону магнитика. Теперь будем действовать следующим образом. Ввожу крючок в тело, вывожу в соседнем отверстии. Далее захватываю один из хвостиков, вытягиваю его. Теперь делаю
пару узелочков. И прячу хвостики внутри тела. Одна ножка пришита, точно так же поступаем со всеми остальными ногами. Ножки пришиты. Обратите внимание, ножки, которые находятся на обратной стороне магнита, я чуть-чуть сдвинула относительно вот этих, чтобы они были видны спереди. Теперь займемся хвостиком. Для хвостика необходимо нарезать пряжу на 6 кусочков длиной примерно по 15 сантиметров. Теперь будем прикреплять каждый кусочек к телу игрушки вот сюда, в самую выпуклую часть. Вводим крючок, выводим в соседнем отверстии, берем один кусочек ниточки, складываем его пополам, захватываем крючком и выводим. Должно получиться вот так. Дальше присоединяем таким же образом остальные кусочки пряжи. Теперь сплетем косичку и перевяжем ее. А затем подровняем ножницами. Вот такой хвостик у нас получился. Теперь займемся мордочкой. Приклеим полубусины к голове над розовой частью. Нанесем клей. И присоединим. Дождемся полного высыхания. Теперь можно черной ниточкой мулине вышить крестики в районе ноздрей. Для этого вводим иглу под носом, а выводим ее с лицевой стороны и вышиваем. Хвостик оставляем снаружи. Далее возвращаем иглу обратно в соседнее отверстие от первоначального хвостика. Закрепляем их узелочком и прячем внутри игрушки. Наш магнит-бык почти готов. Ну и осталось нам только приклеить магнит к обратной стороне игрушки. Ждем полного высыхания. Ну вот, наш магнит-бык готов.
очень хочется посмотреть, что же у вас получилось. Заходите ко мне в социальные сети, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья и отмечайте меня на фотографиях своих работ, чтобы я могла порадоваться вместе с вами. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий мастер-класс. А я с вами прощаюсь. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!